Hi everyone, с вами Ева Лорман. И мы продолжаем серию роликов под названием «Как подобрать цвет волос по цветотипу кожи». И на повестке дня сегодня оливковый цвет. А еще его называют землянистый цвет кожи. Итак, let's go, друзья! Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и мы едем дальше. Кто не знает, это целый сериал, и уже вышли вот эти 4 ролика, кому интересно, посмотрите. Специально не говорю, какой это цветотип по временам года. Хочу вас попросить, напишите мне в комментариях, как вы думаете, какой это цветотип. И почему вы так думаете? А в конце этого сериала я выпущу заключительный ролик, в котором расскажу свое видение про цветотипы по времени года. И я надеюсь, вам станет намного все понятнее. А сейчас меня очень сильно интересует ваше мнение. Пожалуйста, пишите в своих комментариях. И едем дальше. Определяем точный цвет кожи нашей модели. Кстати, модель обычный человек. Я решила сегодня не из звезд взять модель. Определяю пипеткой. В программе Photoshop есть такой инструмент. И в первой точке мы видим такой коричневый с землянистым оттенком. Вторую точку нет никакого смысла щелкать по скуле, потому что там нанесены румяна и выдаст нам, естественно, красный цвет. Поэтому я взяла цвет над губой. И третья точка должна быть высшая точка подбородка, но так как там тоже румяна, поэтому мы взяли высшую точку челюсти. Вы видите коллаж цвета этого лица? Он от коричневого до коричневого с зеленцой, поэтому этот цвет называется оливковый. И мы его разложим и посмотрим, из каких цветов он состоит. В этом цвете все просто. Он состоит из примерно одинакового количества желтого и зеленого цвета, напротив которых находится красный и фиолетовый. И самая главная задача в коррекции цвета этого лица – это нейтрализовать нежелательный зеленоватый оттенок. Изначально у нашей модели цвет волос подобран достаточно хорошо и правильно, с учетом даже законов цветового круга. У нее сейчас красно-фиолетовый шатен. Это 4-5 уровень тона, то есть светлый или темный, а 0,56 или 0,65 это направление цвета. Эти цифры соответствуют краскам из профессиональных серий. В непрофессиональных проще смотреть по цвету, который есть на коробке этой краски, потому как цифры в непрофессиональных красках, они вообще ничему не соответствуют, никакой логики в них нет. Палитра, по которой я сейчас работаю, показываю вам цвета с цифрами, это профессиональная фирма Kin, палитру которой я уже вам показывала и подробнейшим образом рассказывала в ролике. Ссылка будет на него в описании. Кому интересно, смотрите, учитесь работать с цифрами по палитре. И я покрасила нашу модель в коричнево-пепельный цвет, потому что чистый пепельный ей 100% не подойдет. Она сама состоит из зеленого, а пепел есть зеленый, то есть добавим еще зеленого и получится просто болотное царство. Такого допустить нельзя, поэтому в пепел тогда лучше добавить коричневый цвет и получится, в общем-то, даже неплохо, благородный такой достаточно красивый оттенок. И я бы точно взяла бы на карандашик. Цвет лица посветлее. И еще плюс в таком окрашивании вы видите, что у лица есть осветленные пряди. Я бы рекомендовала бы всем людям с таким цветом лица обязательно использовать эту технику. Это зональный балаяж. Это осветление волос у лица, а потом окрашивание одной краской всех волос, и темных, и светлых. И получается такой плавный переход от темных волос к светлым. Смотрим следующее окрашивание. Это коричнево-золотистый темно-русый цвет. То же самое, посмотрите, именно зональный балаяж здесь играет большую роль. Цвет шикарно смотрится именно на нем. Если бы был бы один тон, ну не было бы такого эффекта. Во втором и в третьем случае мы наблюдаем посвежевшую, очень ухоженную даму. Что еще нужно? Если был бы однотонный цвет, он бы не был лучше первого варианта. Хотя я не говорю, что он плох, но он прост. В третьем варианте происходит смешение понятий контраст и монохром. Монохром – это цвет волос и цвет лица одного цвета. И в итоге у нас получается здесь монохром с контрастом, то есть есть наличие темных прядей этого же цвета. Одним словом, второй и третий вариант однозначно рабочие, особенно если вы не хотите уходить в блонд. Следующий вариант – это красный цвет.
Это, конечно, на любителя. Кто любит ярко выглядеть, то, пожалуйста, посмотрите, как бы вы выглядели, если бы вы покрасились в красный цвет с таким цветом лица. Достаточно сочно. Следующий цвет коричнево-красный. Тоже один из самых популярных цветов для такого цветотипа лица. И вообще получается идеальное сочетание, особенно с ее кофточкой. Вот цвет волос и ее кофточка по всем понятиям гармонии просто шикарное сочетание. Мне очень нравится. И, кстати, цвет лица при таких окрашиваниях, второй, третий вариант и вот этот вариант, не выглядит каким-то болезненным, болотным, как многие пишут, что я не пойму, что за цвет лица у меня. Подскажите, пожалуйста, какой-то землянистый оттенок. И что с этим делать, вообще непонятно. Вот вам, пожалуйста, один из вариантов, что с этим можно сделать. Следующее окрашивание – это медно-красный цвет. Сейчас это мода, тренды, поэтому нельзя было не показать его. Он тоже хорошо сочетается с цветом данного лица, поэтому как вариант, но на любителя. Темные цвета, подытожив, можно сказать так, красные оттенки, фиолетовые оттенки, вперемешку с пеплами можно абсолютно спокойно красить. То есть в краске должен присутствовать обязательно коричневый или красный цвет, которого не хватает в цвете лица нашей модели. А чистый пепел ни в коем случае. Теперь переходим к блондам. Вот он, пожалуйста, блондин 8 уровня тона. Цвет лица, конечно, болезненный. В реальности еще хуже бы был. Прям печаль печальная. Может быть, кому-то и понравится, но, на мой взгляд, слишком грустный цвет лица. Нет ничего сочного. Никакой. Еще один вариант блонда – коричневый блондин. Ну, тоже вот серость присутствует в лице, и все, и ничего с этим не сделаешь. Прям печалька какая-то. Ну, давайте посветлее сделаем блонд, супер блонд. Тоже из области седины, длинные седые волосы. Ужас какой-то. Ну, с блондами прям засада. Надо же как-то решить этот вопрос. Что мы можем еще здесь изменить? Мы можем изменить стрижку. Если мы изменим стрижку, то блонд, пепельно-фиолетовый блонд, посмотрите, как заиграл на этой модели. Просто великолепно. Модная такая, нарядная. Я еще и шарфик одела. Совершенно другой вид у человека. А все благодаря стрижке. И вот, пожалуйста, из трендов светлый блондин, медный. Какая прелесть! Персиковый цвет волос и примерно такой же цвет лица. То есть сейчас очень модный такой цвет персиковый. Если обратите внимание, в масс-маркетах продается очень большое количество специальных таких тонирующих красок прямого действия, где присутствуют такие цвета. И это в тренде. Теперь посмотрим на классический пепельный блондин. Это 9-10 уровень, и не узнать человека, я бы так сказала. Вот два разных человека, две разные сущности. Внутренний мир у этих людей совершенно разный. Да, вы видите, как стрижка может поменять вообще весь мир у этого человека. Ну, давайте еще сравним коричневый блондин. В первом варианте на длинных волосах он никакой. Так можно сказать, на голову выше, чем вариант с длинными волосами. Самое главное вот в этих цветах, в этих оттенках, цветовых нюансах, то, что цвет лица при этом выглядит достаточно здоровым. Нет такого ощущения, что это болезненный, зеленоватый цвет лица, как часто все думают, что что-то с человеком вообще не то. Именно этот эффект мы у этой дамы наблюдали, когда мы ее длинные волосы покрасили в блонд. Ну и посмотрим, как же на ней выглядит фиолетово-пепельный цвет. Да, все отлично. Именно с этой стрижкой блонды все выглядят замечательно. Кстати, эта стрижка есть у меня на канале. Эту стрижку я стригу сама себе, посмотрите. Ссылка будет в описании. Надо же, сама не ожидала, что подобрала именно свой образ. Ну, не в этом дело. Дело в том, что посмотрите, какая получается петрушка. Если неправильно подобрана стрижка, то можно так и не походить в другом цвете и не превратиться из обычной дамы в какую-нибудь дерзкую девушку. Поэтому я всегда так говорю, блонд идет абсолютно всем.
Только он бывает монохромный и контрастный, то есть это балаяж, либо сплошное однотонное полотно. Очень много нюансов, но смысл этого ролика, знаете, еще в чем? В том, что я хочу вас подвести к тому, что скоро я выпускать буду следующий сериал, который посвящен, как правильно подобрать стрижку по форме лица. Например, данной модели стрижка каре на удлинение идеально ей по форме лица, по всем правилам подбора стрижек. А пока посмотрите на эти коллажи, которые мы сегодня с вами создавали, и напишите в комментариях, какой же из этих вариантов вам больше всего понравился. На этом все. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Благодарю вас всех за активное участие в моем канале, за прекрасные комментарии. Продолжайте в том же духе. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.